Никто не ожидал, что обычный день внезапно превратится в источник напряжения и тревоги для миллионов фанатов по всему миру. Новость распространилась тихо, почти шепотом, но с каждой минутой она становилась все громче. Говорили, что мать Чингука вмешалась лично и запретила Тэхёну видеться с ним. Для ARMY это прозвучало как удар. Вопросы посыпались мгновенно. Что произошло за закрытыми дверями и почему ситуация выглядела настолько серьезной? Слухи множились, источники противоречили друг другу, но одно было ясно – атмосфера изменилась. Фанаты чувствовали напряжение даже без официальных заявлений. Социальные сети наполнились догадками, страхами и переживаниями. Многие боялись, что это станет началом дистанции. Что близость, к которой все привыкли, исчезнет без объяснений. Большинство ожидало от Чингука эмоциональной реакции. Гнева, протеста, возможно, даже слез. Но реальность оказалась совсем иной. Его ответ был неожиданно спокойным, почти молчаливым. Именно это и шокировало сильнее всего. Он не стал спорить публично, не сделал резких шагов и не пытался доказать что-либо миру. В тот момент Чингук просто выслушал. Его лицо оставалось сдержанным, но в глазах читалось понимание. Он не перебивал, не возражал, не повышал голос. Это был выбор взрослого человека, который осознает сложность ситуации. Его реакция говорила о зрелости, которую невозможно сыграть. Он понимал, что слова матери рождены не из злости, а из заботы. Из страха перед давлением общественного внимания. Из желания защитить своего сына от ненужных интерпретаций и боли. Чингук осознал, что иногда любовь проявляется именно в ограничениях, а не в свободе. Принять это было нелегко. Внутри наверняка бушевали эмоции, но он выбрал уважение. Он поставил семью выше импульсивных решений. Даже если сердце сопротивлялось, он сделал шаг назад, показывая, что готов нести ответственность за свои чувства. Тэхён узнал об этом без шума и драмы. Его реакция была такой же тихой. Он не искал объяснений на публике, не позволял слухам управлять эмоциями. Вместо этого он сделал то, что умеет лучше всего – дал пространство. Он позволил Чингуку самому принять решение. Он не настаивал, не требовал встреч, не демонстрировал обиду. Его доверие проявлялось в терпении. Он понимал, что настоящая связь не рушится из-за пауз. Она проверяется именно ими. Фанаты наблюдали за каждым движением, за каждым взглядом. Любая деталь становилась предметом обсуждения. Но вместо холодной дистанции люди начали замечать другое – спокойствие. В поведении обоих не было отчаяния. Было принятие. Чингук стал более собранным. Его улыбка появлялась реже, но она была искренней. Он меньше говорил, но больше слушал. В его действиях чувствовалась осознанность. Это был человек, который переживает внутренний рост. Тэхён продолжал работать с той же теплотой и вниманием к деталям. Он не менялся ради слухов. Его спокойствие говорило о силе характера. Он не позволял внешнему шуму разрушить внутренний баланс. Между ними не возникло холода. Возникла пауза. Но эта пауза была наполнена доверием, уважением и пониманием обстоятельств. Иногда тишина говорит гораздо больше, чем любые слова. Постепенно ARMY начали осознавать, что это не история запрета. Это история границ. История семьи, зрелости и сложных решений, которые невозможно оценить поверхностно. Многие фанаты признались, что этот момент заставил их задуматься. О том, что любовь не всегда проявляется громко. Что терпение – это форма силы. Что уважение к семье не противоречит чувствам. Мать Чингука перестали воспринимать как препятствие. Ее увидели как родителя, который пытается защитить. В мире, где каждое движение анализируется, ее страх стал понятным. Тон обсуждений изменился. Он стал мягче. Люди вспомнили, что за идолами стоят живые люди из семьи.
Это напоминание оказалось важнее любых слухов. Когда Чингук снова начал улыбаться свободно, фанаты почувствовали облегчение. Не потому, что получили ответы, а потому, что увидели спокойствие. Он выглядел уверенным и внутренне устойчивым. Тэхён оставался рядом по-своему. Без показных жестов. Без доказательств. Его присутствие ощущалось даже на расстоянии. Их связь перестала нуждаться в подтверждении. Она существовала вне камер, вне заголовков, вне ожиданий. В последовательности и взаимном уважении. Фанаты перестали требовать объяснений. Они начали ценить процесс. Рост. Время. Спокойствие вместо хаоса. Эта история стала тихим уроком. О том, что не все решается мгновенно. Что ожидание тоже может быть актом любви. В итоге осталось не напряжение, а уважение. К реакции Чингука. К терпению Тэхёна. К связи, которая выдержала давление. И, возможно, именно это сделало их сильнее. Потому что настоящие отношения не боятся пауз. Они укрепляются благодаря им. Эта история не имела громкого финала, но оставила глубокий след. В сердцах тех, кто увидел в ней не запрет, а зрелую форму заботы. Если ты почувствовал эту эмоцию, значит, ты понял ее смысл. Спасибо, что был с нами до конца. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие истории, которые говорят не громко, а честно. Со временем напряжение, которое сначала казалось невидимым, начало постепенно растворяться. Не потому, что проблема исчезла, а потому, что оба научились жить с ней, не позволяя ей управлять каждым моментом. В этом молчаливом принятии было больше силы, чем в любом громком заявлении. Чингук стал чаще погружаться в размышления. Его взгляд иногда задерживался дольше обычного, словно он искал ответы внутри себя. Он не делился этими мыслями вслух, но те, кто знал его достаточно хорошо, чувствовали, внутри него происходят важные изменения. Он начал понимать, что взросление не всегда связано с выбором между правильным и неправильным. Иногда это выбор между двумя важными вещами, каждая из которых требует жертвы. И этот выбор редко бывает легким. Тэхён, в свою очередь, сохранял удивительное спокойствие. Он не позволял разочарованию превратиться в обиду. Он знал, что давление извне не должно разрушать то, что строилось годами. Его терпение не было слабостью, это было осознанное решение. Иногда он вспоминал моменты, наполненные смехом и простотой. Эти воспоминания не причиняли боль, наоборот, они давали уверенность. Если связь пережила столько всего, она переживет и это. Эйяр и Муай начали замечать тонкие сигналы. Маленькие жесты, незаметные взгляды, совпадения в словах. Это не были доказательства, но они были напоминанием, ничего не исчезло. Каждый из них продолжал идти своим путем, но эти пути все еще пересекались на уровне эмоций. Даже в разлуке чувствовалась синхронность. Это была связь, которую невозможно разорвать решением одного человека. Мать Чингука тоже наблюдала за происходящим. Ее беспокойство не исчезло, но к нему добавилось понимание. Она видела, как ее сын становится более собранным и зрелым. Возможно, именно этого она и хотела, чтобы он научился выбирать осознанно. Она понимала, что запреты не вечны. Они лишь временные рамки, созданные для защиты. И когда приходит нужный момент, эти рамки постепенно исчезают сами. Для Чингука это стало важным уроком. Он осознал, что любовь – это не борьба. Это диалог, даже если он происходит без слов. Это умение ждать, когда ситуация станет безопасной для всех сторон. Тэхён не торопил события. Он доверял времени. Он знал, что истинные чувства не требуют постоянного подтверждения. Они существуют даже тогда, когда никто на них не смотрит. Фанаты, наблюдая за этим, начали менять свое отношение. Вместо давления появилось понимание. Вместо требований – поддержка.
Эйяр и Муай научились быть рядом, не вмешиваясь. Это был редкий момент тишины в мире, полном шума. И именно в этой тишине проявилась глубина человеческих эмоций. Чингук стал чаще улыбаться, и эти улыбки выглядели спокойнее. Они не были попыткой скрыть боль. Это были улыбки человека, который принял ситуацию. Тэхён, видя это, чувствовал облегчение. Не потому, что все вернулось на свое место, а потому, что понял, Чингук не сломался под давлением. Их история перестала быть драмой. Она стала процессом. Медленным, честным и настоящим. Иногда самые важные моменты происходят вне камер. Именно там рождается доверие, которое невозможно подделать. Даже расстояние не смогло стереть ощущение близости. Потому что настоящая связь живет не во встречах, а в понимании. Прошло время, и напряжение окончательно уступило место спокойствию. Не было громких примирений или заявлений. Все происходило естественно. Эйяр и Муай почувствовали это первыми. Атмосфера стала легче. Сердце спокойнее. Эта история научила многих терпению. Научила видеть глубже, чем заголовки. Она показала, что уважение к семье и чувствам может существовать одновременно. Что любовь не всегда требует немедленных решений. Иногда она требует времени и тишины. И именно в этом проявляется ее сила. История Чингука и Тэхёна стала примером того, как зрелость меняет все. Без конфликтов. Без громких слов. Только через понимание. И это сделало ее по-настоящему ценной. Со временем оба начали смотреть на произошедшее не как на препятствие, а как на точку роста. То, что раньше казалось ограничением, постепенно превращалось в пространство для внутреннего развития. Чингук стал более внимателен к деталям вокруг себя. Он начал ценить тишину, моменты одиночества и редкие разговоры, которые не требовали объяснений. В этих моментах он находил баланс между ожиданиями семьи и тем, кем он хотел быть на самом деле. Это был сложный путь, но он делал его осознанно. Тэхён, наблюдая со стороны, чувствовал уважение к этому выбору. Он понимал, насколько непросто быть между двумя мирами и не потерять себя. Он никогда не требовал объяснений. Его поддержка проявлялась в принятии и спокойствии, которые ощущались даже на расстоянии. Иногда одно короткое сообщение или случайный взгляд значили больше, чем длинные разговоры. Эти мелочи напоминали, что связь все еще жива. Эйяр и Муай начали воспринимать происходящее иначе. Они больше не искали драму, а пытались понять глубину ситуации. Фанаты стали говорить о зрелости, а не о конфликте. О росте, а не о запрете. Это изменило общий тон обсуждений. Вместо давления появилось сочувствие. Даже критики со временем замолчали, потому что история развивалась слишком честно, чтобы ее искажать. Мать Чингука все чаще замечала, что ее сын стал увереннее. Его решения были спокойными, а взгляд – ясным. Она поняла, что контроль не равен защите. Настоящая забота заключается в доверии. Это осознание изменило и ее отношение к ситуации. Без слов, без извинений, но с внутренним принятием. Для Чингука это стало знаком, что напряжение постепенно уходит. Он чувствовал, как атмосфера вокруг становится легче. Тэхён, ощущая эти изменения, позволил себе улыбнуться искренне, без сомнений. Эта улыбка была не о победе, а о надежде. История продолжала развиваться медленно, но уверенно, доказывая, что настоящие чувства не требуют спешки. И именно это сделало ее особенно сильной и настоящей.